Привет, мои дорогие девочки! У нас канал о главном и случайном, и здесь мы разберем с вами такую тему: вернется ли бывший. Это у нас канал, где мы гадаем с вами без вариантов, и мы смотрим именно ситуационно, в тот момент, когда вы нашли это гадание, когда у вас сформировался такой вот вопрос, на который вы ищете ответ, и давайте разберем вашего бывшего и вот это его возвращение. Вернется ли бывший? Давайте глянем. Загадайте своего этого бывшего, чье возвращение вы ждете, ожидаете. Может, у вас появляются такие мысли, связанные с тем, вернется ли он и надо ли это все. Ну что, девочки, первая карта выпала, 21-й старший аркан мира. Паш Пентаклей. Этот бывший хочет вернуться. Вот вы его загадали не просто так. 21-й старший аркан и Паш Пентаклей, девочки. Это Паш Пентаклей, который думает, который вот прям, знаете, елозит на месте. Хочется ему или усидеть на двух стульях, или просто, вот знаете, он не знает, что бы вам такого сказать, но вот прям какой-то тактики возвращения у него нету, но у Пажа Пентаклей есть такое желание все-таки к вам вернуться. Он понимает, что точки над «и» расставлены, но вот как будто он, знаете, не все двери закрыл. Но Паж Пентаклей — это, девочки, такой вот мужчина, который может врать. Пентакли — это, ну вот, смотря как они выпадают. Так как мы на бывшего гадаем, он хочет, девочки, вернуться, но он хочет еще и хорошенько вам наврать, пройтись вам по ушам, но он еще не знает как. И возможно, что вы это все отвергнете и не поведетесь, и поэтому он, знаете, ничего не предпринимает. Колесница. Он будет пробовать себя, как только вот девочки придумает, чтобы вам такого сказать. А для чего он это делает? Давайте посмотрим. Для чего у него такие мысли? Говорили. Еще одни пентакли выпали. Король кубков. Во-первых, ему с вами было тепло, уютно и хорошо. Было классно с вами, да? И, скорее всего, он вот это расставание с вами считает большой ошибкой. Он считает, что не должны были вы расставаться. Но на тот момент что-то сделать для того, чтобы не быть бывшим, он ничего не предпринимал. Он ушел в пажи пентакливые. То есть какое-то было вранье, может, предательство какое-то было, да, то, что вы что-то обнаружили, что-то нашли, как-то вывели его на чистую воду, да, и поэтому он сейчас, вот, как у него нет козырей, нет каких-то козырей для того, чтобы опять с вами вступить в эти отношения, но он будет пытаться. И он, девочки, на что он рассчитывает? На короля кубков. Он рассчитывает на то, что еще у вас где-то в голове остались эти мысли, остались мысли о том, что вы любите его или что вы по нем скучаете, страдаете. Он почему-то вот, кстати, и думает об этом. Но, девочки, смотрите, тут такие вот карты выпали. Семерка жезлов и колесница, да, то есть у него есть какой-то меркантильный интерес к вам. С вами было уютно и тепло, и не едиными чувствами он жил в этих отношениях с вами, и на что-то, может быть, и имел какие-то намерения и цели, да, и либо, девочки, вообще, скажем так, вы когда вместе с ним были и жили, да, то есть у него вот эта какая-то меркантильность проскальзывала. Сейчас, так как у него нету козырей каких-то, он собирается возвращаться к вам, но это будет ложь. Будет он лгать. Паш Пентаклей, шестерка Пентаклей. Я хочу соврать ей что-нибудь, придумать ей что-нибудь такое, чтобы вызвать у нее чувство ко мне, как и было, королю кубковым, чтобы она меня любила, чтобы она относилась ко мне как к королю кубков, а я лучше ей повру, придумаю что-нибудь такого. Ложь, девочки. Император, он будет выдавать себя и вас, императора, императрица. Он, девочки, хочет очень вернуться. Очень хочет вернуться. Реально ломает голову, но еще не придумал, как это можно сделать. Потому что как-то вот пути потеряны,
нет у него каких-то вот козырей, чтобы можно было опять к этому всему прийти. Но он хочет. И он, девочки, вот единственное, что мне вот здесь не понравилось в раскладе, да, то есть он не идет к вам с душой. Он идет с какой-то ложью для того, чтобы опять в вас сформировать это чувство, то, что вы его любите. Понимаете, что да, что это твой мужчина и все остальное. И дальше выпадает император и императрица. Он будет заходить с козырей. Возможно, он даже придумает, типа, выходи за меня замуж, или давай вместе жить, там, или давай роди мне ребенка, там, или еще что-нибудь для того, чтобы вас возвеличить в этих отношениях и в то же время возвеличить и себя. Он будет придумывать такую вот сладкие вам сказки про то, как вы, император и императрица, будете жить. Давайте еще посмотрим. Он сам в это все верит. Верховная жрица, король жезлов, суд, девочки. Такой вот расклад. Все-таки, возможно, тут его возвращение. Все-таки, вы знаете, вы где-то вот все-таки может дрогнуть у вас сердечко, может дрогнуть ваше чувства по отношению к нему. Но Верховная Жрица и Король Жезлов, и суд выпал. Это к чему карты? Что вы к нему, знаете, почему вы тянетесь? Потому что еще не все закрыто с этим мужчиной. Не все, девочки, не все вы ему рассказали, не все вы ему, как говорится, лопатой, как говорится, и граблями ему еще горб не прочесали. И дело в том, что вам хочется еще высказаться, вам хочется еще иметь влияние в его жизни, понимаете? И вы как будто бы хотите его в чем-то улучшать, этого мужчину, да? То есть у вас есть еще желание такое чему-то его научить и в чем-то его улучшить. Почему у вас такое желание? Потому что вы сама по себе вот такая учительница. Вы сама по себе очень сильная личность, очень сильная. Тут бы не выпадали императрица, верховная жрица вам, если бы вы были никто, да? И у вас есть этот задор, у вас есть эта сила, где вы можете изменить жизнь мужчины, любого, в принципе. И дело в том, что у вас в голове все-таки такое сидит, что вот я его исправлю, я его приведу все-таки в чувство, он должен понять, что он потерял, и дальше мы продолжим такое прекрасное существование вместе. Я сделаю из него вот этого короля жезлов. Но, девочки, выпал 20-й старший аркан суда. То есть при любом, так как еще два старших аркана все-таки выпало, да, Верховная Жрица и суд. При любом вашем телодвижении, когда вы захотите опять научить этого мужчину чему-то, да, вы будете сталкиваться вот с картой суда. То есть это вот когда он далеко, и когда вы не тратите на него силы, это кажется вот что-то такое заманчивое, что-то интересное, связанное с этим бывшим, да. Но 20-й старший аркан говорит о том, что когда в это входишь, опять в эту реку, то будут сложности. Будут сложности с тем, что а надо ли вам это. Вам надо будет, знаете, уже прям какие-то брачные договора с ним составлять, не переписывать на себя ничего, не брать никаких кредитов, девочки. Это вот я все время постоянно говорю, но вот это главное, чтобы вы не совершили ошибок. И здесь может быть ошибка. Влюбленные, двойка мечей, восьмерка мечей, даже и король мечей. Даже если вы сойдете с ним опять, девочки, вот когда будет этот трудный этап суда, вот все-таки, так знаете, медовая. Вот хочется опять вернуться, да. Но дело в том, что, смотрите, в кого он превращается опять. Сначала идет старший аркан влюбленные, а потом опять идет ссора. И причем ссора, которая усугубляется, двойка мечей, восьмерка мечей, и потом аж король мечей. И потом он сделает то же самое, либо еще хуже, когда вы с ним уже расставались. То есть вы хоть и хотите поменять этого мужчину, хотите, чтобы он лучше себя вел, но, девочки, тут он, его как не переделаешь, он как дурак. Извините меня, да, то есть он понимает все, мозгами понимает, что ему с вами хорошо, и вас надо слушаться, и надо быть, вот как-то улучшать себя для того, чтобы вот быть императором и императрицей. Но
из-за того, что вот он много врет, девочки, да, то есть у него вот это вот съезжает. Он не до конца себя даже правильно оценивает. Вот он сейчас в паже Пентаклей. Он часто в этом паже Пентаклей, 21-й старший аркан мира, он показал, что он часто бывает и периодически все время, в год, каждый раз, как говорится, по несколько раз бывает этим пажом Пентаклевым, с которым очень тяжело вам быть. То есть тут еще вопрос, что он вам даст. То этого бывшего, девочки, можно принимать назад только если вот, а вы знаете, вот захотите его вернуть, вот назревают у вас опять эти сладкие чувства вместе с ним, и он такой, да, да, любимая, дорогая, возвращайся. А вы поставьте ему, например, какое-то материальное условие, да. Я к тебе вернусь, а давай вот эту квартиру деда, скажем так, да, или твою квартиру, где я с тобой буду жить, ты сначала перепишешь половину на меня, а потом мы будем вместе жить. И посмотрите, как он будет выкручиваться, потому что он будет выкручиваться, девочки. Давайте еще посмотрим, вернется ли бывший. Хочет вернуться, и, скорее всего, вы, может, даже его примете. Вы, может, девочки, его примете. Но будьте осторожны с тем, что его, ну, как бы, как потом его удержать. Потому что спустя какое-то время, вот все сначала может быть, вот как будто отношения начинаешь все сначала, да, но вот потом он начнет портиться. Это как вот, знаете, парное молочко. Сначала оно молочко, оно парное, потом уже постоявшее, а потом это кислое молочко. Ну, вроде бы еще приемлемо то кислое молочко, да, а потом это уже что-то порчено, от чего может случиться несварение. И можно потом, знаете, получить такую физическую боль даже от этого мужчины. Поэтому я вам так скажу, будет сладко заходить, да, этот мужчина, вот что-то будет такое вот вам придумывать, да, или даже вы, так как вы сильнее, вы будете пытаться вернуть этого мужчину назад, да, и вы его вернете. Но дело в том, что он потом опять отвязывается, понимаете? Вот отвязывается и по злобе какой-то, вот четверка мечей выпала, девятка мечей, опять оставят вас одну. То есть это грабли одни и те же. Поэтому вам, несмотря на то, что, вот, знаете, сладкие речи, на какое-то такое, ах, какие-то классные восстановления, вам надо потом будет, самое главное, удержаться в этих отношениях. Поэтому вот вы не ведитесь прям на какие-то эмоции и чувства, которые он будет предлагать, да. Чем лучше вы подстелите соломки, а соломка это материальная, это не облачко, да, а соломка, матрасик соломенный, да, чтобы, например, с тех высот, на которые он вас вверх, так знаете, отнесет, ну, чтобы вам было, скажем так, куда опускаться, да, то есть чтобы у вас все было. Поэтому как только он будет к вам возвращаться, или вы будете его сами возвращать, и будет вот это вот все сладкое, в сладких этих моментах, да, в каких-то мечтаниях, в хорошем расположении духа, да, в каком-то даже, возможно, счастье. Желательно, чтобы вы подготовили вот эту соломку и поделили, вот, как говорится, да, в программе мужское-женское, егоное, поделили то, что есть у него с его согласия, для того, чтобы когда он опять угаснет вот в своих чувствах, то есть опять мечи какие-то идут, выяснение отношений, ссоры идут, да, это как минимум. И для того, чтобы он вас не ранил, чтобы вы, как верховная жрица, не переживали по этому поводу, да, желательно, чтобы на вашей стороне было не только вот что-то от верховной жрицы, когда вы даете себя, дарите себя, да, а что-то было еще от императрицы, которая делит материальности мужчины, да, и чтобы у вас была такая подушка безопасности, созданная на исключительно его материальных благах. Понимаете, девочки, это важно. То есть вы будете вот его возвращать, да, обязательно, девочки, когда возвращаете, ставьте материальные условия, которые он должен выполнить до того, как вам, как говорится, по шестому старшему аркану опять снесет крышу. Тут это важно, потому что вот этот 21-й старший аркан, это есть шанс опять на эти отношения у вас, да, есть. Но это второй шанс, который дастся
в последний раз, да. То есть вы тогда вот либо опять поставите очень жирную точку, да, и главное, вот что вы пронесете через 21 старший аркан. То есть есть потом либо 22-й Ананд, это эмбрион, зарождение жизни, либо это сразу нулевой старший аркан будет. Понимаете? Нулевой старший аркан дурака или дурочки. Понимаете, девочки? Поэтому это важно. И как только вот этот мужчина к вам захочет вернуться, вот вспомните, что я вам говорила, да, то там он будет через ложь заходить. И в то же время вы, если вы будете его возвращать, этого мужчину, обязательно, вот он пойдет на это все, да, обязательно с ним материальные вопросы свои проштудируйте, потому что он потом, через какое-то время, опять будет, короче, плохо себя вести. И продолжить эти отношения можно только лишь, когда он будет, вот скажем так, материально даже зависим от вас, от того, что он вам дал. Потому что если он даст только обещания какие-то и будет легко от вас упорхнуть, он упорхнет и при этом оставит какую-то кучку и лужу. Понимаете? И очень неприятно будет. Такой вот, девочки, расклад сегодня на бывшего. Очень хочет он вернуться. Хочет, понимаете? И вот сейчас вот как-то собирает какие-то вот... но у него нет козырей. У него нет каких-то таких... На данный момент, чтобы вы понимали, да, у него нету никаких ценных и материальных, и духовных вещей, которые он бы мог бы вам заплатить за то, чтобы вы были с ним опять после того, что между вами произошло. Вот такие дела, девочки. Поэтому ставьте условия для возвращения. Даже если, когда вы сами его возвращаете, не говорите, вернись, я все у тебя прощу, не идите на уступки. Наоборот, возвращаете и ставите условия. Возвращаете и ставите условия. Чтобы когда он опять захочет соскочить, чтобы вы могли вот прям, ну не то что шантажировать его, да, а чтобы он понимал, что он теряет не только вот ваши чувства, а что-то теряет еще то, что очень сильно связано с ними, что может его бахнуть и жахнуть. Вот такие дела, мои дорогие. Все, котики, пока-пока.